Привет, дорогие козероги. У нас впереди июнь. Каждый месяц 23-го года находит нас чем удивить, находит для нас каждого какие-то точки развития. Да, местами это похоже на бег с препятствиями, с ощущением того, что даже сколько можно прыгать-то уже, перестраиваться. И 23-й год, июнь 23-го года, он отчасти продолжает эту тенденцию. Здесь очень богатое поле для событий, для ситуаций. Здесь наверное, июнь будет тоже запоминаться как один из таких очень насыщенных разными переменами месяцев. На самом деле, я думаю, вы уже перестали считать все эти изменения и процессы, которые уже с начала года, уже не знаешь просто, что ну, ждать еще дальше. Но июнь реально найдет чем удивить. И здесь на этом видео я расскажу 5 ключевых событий для козерогов. Расскажу, где здесь прям можно кайфануть, где можно поучаствовать в сумасшедшем каком-то шоу. Здесь также очень хорошо решаются и рабочие моменты, поэтому как бы эффективен июнь во всех фронтах. По всем направлениям будет происходить масса всего. 5 ключевых событий, которые вы здесь от меня услышите, каждый из них может быть в большей или меньшей степени вероятно лично под вашу дату рождения. Есть у меня в телеграм-канале информация, где я разбираю вот конкретно человек, родившийся там 1 мая 55 года, и насколько, например, первое событие вероятно, там третье событие, пятое событие, вероятно именно для этой личной даты рождения. Надеюсь, найдете полезным этот сервис. Ну, для козерогов правильнее было бы сказать 1 января, там 55-го, например. В общем, там есть все даты рождения и события июня, насколько будут они вероятны для человека. Вот. Ну и, конечно же, жду ваших сердец, вашей обратной связи, пишите какие-то свои впечатления. Также жмакайте на колокольчик, чтобы быть в курсе последних видео. Ну а я давайте начну. Разбор полетов. У нас здесь есть что разобрать. Первое, что происходит в июне, это очень важная возможность уделить близкому человеку. 1-2 числа. Здесь зашкаливает сексуальная эмоциональная вовлеченность в какого-то близкого человека, с которым просто вот эмоции переполняют. Постарайтесь четверг и пятницу, 1-2 июня, посвятить больше личной жизни и посвятить тем близким, кому вы неравнодушны, потому что эта близость, это ощущение родственности, оно может прямо до каких-то больших размеров дойти и расширить ваше сердце. И понимание о том, что я люблю в моем сердце, есть эта субстанция любви, это вот 1-2 числа вы можете получить. Единственное, там 1-2 Луна в Скорпионе, и она все-таки немножко пытается подковырнуть, зацепить, спровоцировать на какое-то чувство. Не стесняйтесь идти на эту провокацию и дайте возможность каким-то даже провокациям чувственного эмоционального характера быть. Они в итоге спровоцируют даже сердце открыться больше. Еще один особенный момент. Здесь у нас полнолуние в Стрельце. Полнолуние – это всегда торжество эмоций, и рассудок, он в осадке обычно в полнолуние. Ну, то есть дайте мне живым человеком себя почувствовать, дайте мне жить эмоциями, так звучат энергии полнолуния практически всегда, и здесь это полнолуние, оно толкает людей на то, чтобы демонстрировать себя, демонстрировать какую-то праздничную атмосферу, создавать зажигательные местами шоу, где праздничная атмосфера. Ну, если можете вот в своем доме или куда-то съездить на эти выходные, так, чтобы провести их вот в состоянии праздника. Это главная рекомендация. Ну и еще интересный момент. Первые дни, они также очень могут стать эффективными для работы, потому что, если вы думаете о работе эти дни первые,
ну там с первого по четвертого, вас может посетить несколько оригинальных и нестандартных откровений, что свою работу я теперь могу делать вот так вот. Особенно если вы начнете копать там возможности, которые сейчас дает искусственный интеллект для выполнения работы, вы вдруг обнаружите, что вы можете многие фичи искусственного интеллекта прямо начать применять в своей работе уже здесь и сейчас. По крайней мере, какие-то откровения о природе своей работы, о том, как делать ее эффективнее, тоже вполне вероятно, вот может прямо здесь в начале месяца и происходить. Короче, месяц начнется уже так многогранно и интересно. И добавлю пару мыслей еще для асцендентных, потому что для асцендентных полнолуние будет, скорее всего, относиться к 11 дому. Это моя группа зажигательных друзей. Это какая-то яркая тусовка. Это сообщество там успешных людей, блогеров или тех людей, которые любят себя красиво показать. И вот с ними, возможно, вот такое зажигательное время на выходных в момент полнолуния. Ну и, в принципе, достаточно сильно включен седьмой дом, говорящий о том, что первые 7 дней недели достаточно сильно насыщена эмоциональная личная жизнь. Единственный совет – будьте аккуратны. 5 июня идет сложное событие для личной жизни, и косвенно искорки его напряжений будут уже 4 числа местами видны. Поэтому уже вечером 4 может быть первые какие-то искры рассогласования с близким человеком. Будьте там аккуратнее. Ну, сейчас расскажу про второе следующее событие. Второе ключевое событие – это приключение Венеры. Венера обычно символизирует то, что мы любим, то, что нам нравится, то, что мы хотим. И здесь Венера идет против потока. 5, 6, 7 вот с теми вещами, которые нам нравятся, вот постоянно что-то происходит не так. Это может проиграться с какой-то любимой вещью. При этом 5 число вообще звучит, как будто я теряю какую-то любимую вещь или то, что мне нравится. Может быть, теряю контакт с человеком, который мне нравится. Кстати, будьте аккуратны. Уже 2, 3, 4 июня могут быть предпосылки, что я как-то дистанцируюсь с объектом своей симпатии. А 5 числа прям очевидно мы на разных краях реальности. Это может прозвучать и как отъезд любимого человека, или как уход какой-то любимой вещи. Потом, 7 июня, ситуация в каком-то роде продолжается. Какие-то нестыковки с красивой вещью. Может быть, там заказали какой-то подарок, его там не привезли. Хотели какую-то радость доставить, что-то вот с ней все не так. И 7 в этом смысле тоже является очень сумбурным днем для любых действий, ориентированных на красоту, любовь, признание. Поэтому вот лучше воздержаться от каких-то процедур красоты 5, 6, 7 числа. А вот 10, 11 можно там оторваться на полную, там хорошие аспекты с этой Венерой, и она компенсирует все то, что недополучила 5, 6 и 7. Поэтому там и любовные какие-то яркие возможности, там и хорошие приятные покупки, да и в принципе радость жизни, даруемая нам Венерой, она расцветает, а не создает проблемных мест, как это было 5, 6 и 7. Если добавить несколько мыслей для асцендентных козерогов, то давайте посмотрим картинку, то здесь основные рекомендации будут следующими. Венера идет по 7 дому, она напрямую связана с нашими отношениями, связана с любовной программой, и конкретно 4, 5, 6, 7 может быть ощущение, то, что у меня недопонимание с моим партнером, возможно, даже какой-то конфликт или противоречие, особенно может быть связано там с поездкой или с какими-то совместными планами. И эта сумбурность продолжается до 7, а вот 10, 11 словно бы все налаживается, и как-то вот все отлично проходит. Празднично, красиво, шедеврально. И все это с любимым человеком. Либо Венера еще может символизировать женщину в вашем пространстве, с которой вот просто бардак-бардак,
5, 6, 7, а 9, 10, 11 прям праздник от того, что этот человек есть рядом с вами. Следующее событие — новолуние. Очень хорошее деловое время. В принципе, начиная с 11 по 18 дела решаются быстро благодаря вот этой близнецовской энергии. Дела решаются, любые сделки решаются буквально моментально. То есть поговорили, прояснили, решили. И если можете использовать эту неделю для того, чтобы сделать рывок в бизнесе, рывок в договоренностях, со всеми все прояснить, идеальное время. А, Опять же, июнь — это все-таки уже начинается пора отпусков, но если здесь вы сохраняете какой-то рабочий ритм, то массу пользы извлекете из всей этой недели с 12 по 18. Главная особенность этой недели — хорошо работающая голова у всех и каждого. То есть никто не тупит, все готовы к быстрым моментальным решениям. При этом интересные решения эта неделя еще предложит, ну, с 11 по 18 вот эти числа, предложит еще в сфере психологии или в сфере эзотерики. Особенно 15-16 может через разговоры, через какие-то знакомства, через новые появившиеся связи вдруг вы почувствуете, что вы хотите, например, заниматься своим эмоциональным миром. Хотите там погрузиться в психологию, заняться какими-то эзотерическими науками. И под это дается очень много быстрых образовательных энергий. Словно бы с легкостью за недельку вы можете там что-то освоить в этом ключе. И вот особенно 15-16 обучательные программы, связанные со своим эмоциональным миром, они там очень хороши и содержательны. Ну, эмоциональный мир, я говорю, потому что сейчас у нас на ближайшие 3 года Сатурн перешел в знак Рыбы, и он подталкивает нас к тому, чтобы научиться жить душой. Научиться жить не в карьерной гонке, а научиться жить для своей души, для своих эмоций. И вот эта неделька вполне образовательные программы, особенно 15-16, под эту тему может подкинуть. И они достаточно легко усвояемы. Вот. Для асцендентных уточню, что вся эта близнецовская энергия, скорее всего, идет по 5 дому. Это мои интеллектуальные хобби, это мои какие-то радующие меня образовательные и общительные программы. Также 5 дом — это за романтику, за какие-то знакомства, разговоры, милые беседы, в которых я прям преисполнен увлеченности интересными собеседниками. Ну и, конечно, 5 дом про детей, поэтому это может быть и большое количество общения с детишками, и любые задачи вокруг детей щелкаются на раз-два в течение этого периода с 11 по 18. 18 может быть какое-то важное решение принято по развитию ребенка. Если 27 градус близнецов у вас уже попадает в 6 дом, тогда новолуние 18, скорее всего, связано с принятием решения по вопросу здоровья и какой-то программе оздоровления, может быть, решение сделать какие-то обследования достаточно хорошо и удачно. Следующее событие — хайповая черная луна. Она символизирует людей рядом, которые очень ярко, демонстративно, уверенно, самонадеянно, местами переходя все рамки дозволенного, себя ведут. Очень похоже, словно бы вы резко, вот, гуляя по своему городу в спокойной своей манере, вдруг натыкаетесь на толпу каких-то фанатов, которые вот очень шумные, очень много шума, гамма и ощущение вот этих щеток, барабанов и ощущение того, что какие же, словно бы хочется вновь убежать от этих шумных людей. Черная луна в соединении с Марсом и Венерой здесь символизирует, ну, некий такой маскарад Рио-де-Жанейро, в котором вдруг вы оказались. Для вас, скорее всего, эта тема, ну нафиг, обойду стороной. Но, возможно, у вас есть огненный человек рядом. Это может быть стрелец, овен или лев. И от них будет исходить такое яркое желание маскарада. Они могут не давать спать ночами, там что-то беситься,
танцы, гулянки, вот там ночами напролет. И ощущение того, что люди банально даже начинают крайне громко слушать там музыку на улицах и создавать вот атмосферу какого-то громогласного праздника вокруг. Черная луна просто отвечает за то, что у этих людей нет меры. И они как-то излишне уверенно, самонадеянно и громогласно вот себя несут в мир. Другая особенность черной луны – то, что она может предлагать фиктивную работу, в которой тоже гром гремит, а дела не делаются. В которой заявления громадные, большие, а ткнешь пальцем, выясняется того, что это просто фасад, за которым ничего нету. Поэтому имитация бурной активности, имитация прям сумасшедшей, громкой, динамичной жизни, за которой вот, ну, реально ничего. Также это время очень таких хайповых, скандальных новостей. Будьте аккуратны, особенно военного характера. Но черная луна говорит о том, что это чисто скандальная картинка. Также черная луна, она может еще звучать таким образом, что из всех подворотен вылазят люди, ситуации и обстоятельства, которые обычно при дневном свете скрыты, невидимы и вроде бы не существуют. Люди черной луны здесь будут появляться через одного. Ну, моя история черной луны, например, в том, что я помню, что в детстве у меня был друг, и мы вместе с ним там жарили тараканов. И это, ну, такая вроде бы смешная история, но с другой стороны, вот здесь внутренние тараканы всех людей полезут наружу. И местами такое количество новостей, которые вы узнаете о разных людях вокруг вас, при этом вот тех вестей, которые лучше никому не озвучивать. Ну, типа, зачем ты это сказал, как я сейчас вот про эту свою историю своего друга. Ну, то есть черная луна здесь будет провоцировать, вытаскивать наружу, на поверхность какие-то вещи, которые всегда были по умолчанию скрыты. Или вытаскивать на поверхность тех людей, которые вели скрытый тайный образ жизни, не дай бог засветиться. Очень сильное влияние криминала. Будьте аккуратны. Так же, как и, в принципе, всех людей, ведущих тайный образ жизни. Это могут быть и эзотерики, это могут быть и просто какие-то странные люди, которые вот улицы наполнили. Поэтому аккуратнее. Ну, козероги как бы изначально, скорее всего, обходят этот сюжет стороной. Не обходят только если ваш личный партнер, любимый человек или ребенок вовлечен, имеет вот эти огненную стихию в своей карте и вовлечен в подобные события, и, возможно, косвенно вы их как-то зацепите. Сложность еще этого времени, конца июня, то, что здесь ряд событий происходит буквально сваливаясь на голову. С одной стороны, вся движуха черной луны, она будет уже краешком проглядывать числа 12 июня. Но есть пару дат, когда некоторые вещи просто свалятся на голову. Неожиданно и шокирующие. Это 22 и 25 июня. В эти дни можно ждать каких-то шокирующих новостей. И планеты Козерогов не вовлечены, по идее, в эту всю движуху. И, опять же, скорее всего, это эхом будет до вас доходить. Но будьте аккуратны. 22 и 25 числа там достаточно аварийная обстановка и на дорогах, ну и вообще на улицах. Вот. Я сейчас рассказал это, знаете, как будто ужас. Что делать, как быть? Ну, на самом деле, черная луна имеет огромный спектр реализаций, от очень милых, ярких и привлекательных до абсолютно фриковых. И вплоть до каких-то даже военных историй. В каком варианте она у вас проиграется, скорее всего, вечером 12 июня вы уже будете понимать, что ждать в конце июня. Поэтому бояться переживать ее смысла нет. Вот прожить 12 число и понять вообще, о чем это, и как с этим быть, и как действовать в этих обстоятельствах. Вот и все. Просто заранее там за неделю-две подготовиться. Потому что все ее признаки, они уже 12-го начнут отыгрывать. Может быть, даже уже 4 июня все это уже будет
понятно, о чем вся эта история черной луны. Для асцендентных уточню, что черная луна идет по 7 дому, и она прямо символизирует партнеров, людей, с которыми я веду бизнес, работаю вместе, с которыми, может быть, строю отношения. Словно бы в них вселился маленький такой дьяволенок и начинает отчебучивать какие-то странности. Подруга, например, там побрила волосы на лысо. Ну, то есть, и вот очень во многом это будет еще проигрываться через внешность людей. Словно бы люди начинают очень странно, ваши партнеры, экспериментировать со внешностью. Или вдруг вы влюбляетесь в человека, у которого очень странный взгляд, очень странный внешний облик. Ну, не обязательно влюбляетесь, там, строите вместе работу или бизнес. Также черная луна в 7 доме говорит о том, что я встречаю людей, на которых полноценно положиться не могу. Поэтому вот в дни черной луны с 20 по 28 избегайте доверительности к людям. Потому что есть предпосылка, что я встречаю людей с вторым дном. Маска у них одна, а внутри другие вещи. Поэтому козероги, они в принципе достаточно скептичные люди. Поэтому, думаю, этот совет не очень актуален. Но все же, вот озвучил, что разные странные фейковые новости, сомнительные люди, этого будет в силу предостатки под конец июня. Ну и другая особенность, так как все-таки черная луна идет по 7 дому личных отношений, если у вас стабильные отношения, то позвольте партнеру немножко почудачить здесь в конце июня. И вместе пошутите над этими странностями. Потому что если вы всерьез отнесетесь к тому, что там отчебучил партнер, тогда с этим сложно дальше жить будет. То есть здесь с черной луной очень важно улыбнуться и пойти дальше. Типа, нифига себе, как бывает. Вот это ты дал, прям. Так, давай нормально теперь, без всех этих... Ну, например, у вашего партнера, ваш партнер решит купить в ваш домашний арсенал какую-нибудь комплекцию каких-то садо-мазо этих приблуд каких-нибудь. И вы такие, ты что произошло? Что случилось? Что-то какие-то странные наклонности вдруг. Повторюсь, люди, естественно, склонны вываливать какие-то свои заморочки, как вот эту историю, которую я озвучил про своего друга. И порой не после всех этих разговоров и узнанных заморочек хочется жить дальше с человеком. Поэтому иногда, когда вы чувствуете, что вашего партнера на какие-то странные откровения понесло, вы ему так рот закройте, типа, молчи лучше. Не надо нам ваших откровений. Вот. Следующая программа очень и очень значимая. Здесь в конце июня с 28 по 30 в контраст к происходящему до этого включается очень важная тема доверия и близости. То есть вы вокруг себя ощущаете людей, с которыми у вас прям сердце открывается, с которыми у вас хороший, глубокий эмоциональный контакт и высокий уровень доверия, искренности и ощущение того, что с этими людьми вы открываете в себе какие-то новые качества своих эмоций, своего внутреннего эмоционального мира. И эти люди словно бы открывают вам самих себя. О, я могу так чувствовать. С этим человеком мои чувства проснулись. Я чувствую себя живым, эмоциональным и, главное, мягким. На самом деле, последние лет 15 козерогов могли закалить до состояния такой жесткой стали. Но это было связано с тем, что Плутон шел по вашему знаку, и на вас была большая ответственность, большие обязательства, вы могли пахать как конь просто. И ощущение того, что вы превратились просто в машину. Сейчас, когда Сатурн 3 года будет в знаке Рыбы, он буквально говорит о том, что сбросьте свои доспехи, там есть что-то живое внутри, и попробуй научиться чувствовать. И вот эти последние даты, с 28 по 30, они буквально как какой-то живой росток в душе, словно бы я живой,
есть люди, которые во мне пробуждают вот какую-то искренность, вплоть до того, что я просто разговариваю, и мне плакать хочется. И я позволяю себе, главное, эту слабость там расчувствоваться, прорыдаться. И вот, может быть, это будет какой-то друг, подруга, может быть, это будет любимый человек, с которым вдруг на какой-то новый уровень выходит близость. Вот это ощущение того, что я могу позволить себе быть чувствительным, ранимым. С одной стороны, с чего это вдруг последние, повторюсь, лет 15 вас закалили до состояния просто такой внутренней стали, что ну, жестче уже не бывает. А здесь какая-то плаксивость, чувствительность, эмоциональность. И это вот реально там человек, с которым у вас просто какая-то такая эмоциональная доверительность, чувствительность, и вы такие, вау, это со мной происходит. Поэтому обращайте внимание на таких людей, сюжеты. Может быть, на самом деле не обязательно даже проиграться как отношения, может быть, какое-то кино включите, и вдруг у вас эмоция прям к горлу подступит, и вы такие, это я, чтобы смотрел кино и всплакнул? Да не, ну что за бред? Вот здесь как раз вы начинаете открывать в себе эти новые чувствительные энергии. И Сатурн будет в рыбах еще до конца 2025 года, и вы будете все глубже и глубже знакомиться со своим эмоциональным нутром, чего оно хочет, каких людей оно хочет иметь рядом. И это прям будет восприниматься, что вау, и такое бывает в моей жизни. В общем, очень интересный сюжет. Дальше в июле он будет развиваться и находить все больше какие-то ключи для близости, для гармонии. Может, кстати, проиграться то, что я вдруг иду к психологу и понимаю, что у меня-то, боже ты мой, внутри-то такой эмоциональный мир, который за все это переживает. Я-то думал, я уже машиной стал. В общем, такие дела. Опять же, друзья, внизу под видео есть ссылочка на Telegram, и там я комментирую, насколько то или иное событие вас зацепит, насколько оно лично резонирует с вашей датой рождения. Поэтому подписывайтесь в Телеграме, там время от времени публикуются посты, где напротив каждой даты рождения, ну, например, там 1 июня 1976 года стоит указание, что первое событие у вас проиграется настолько, второе событие настолько, пятое настолько. Вот. Надеюсь, найдете полезным эту подписку. Вот. Ну, давайте пару слов добавлю для асцендентных. Вся эта рачья энергия, чувствительность, доверительность, она, скорее всего, какое-то время идет по шестому дому, связанному с вопросом заботы о здоровье своих, и своем или своих близких. Также здесь может срезонировать девятый дом, как духовный наставник, учитель, может быть, в лице психолога или просто какой-то мудрой персоны, которая помогает вернуться вот к своей чувствительности. И также очень хорошо бы этот сюжет не игнорировать и пробуждать себе эту чувствительность, потому что по факту она может очень сильно влиять на здоровье. Словно бы чем больше вы закабаляете и давите на свои эмоции, тем больше проблем через психосоматику вылазит. А когда вы психологически с правильной беседой с близкими людьми и в психологическом хорошем здоровье, то и физически вы здоровы. Поэтому вот эти числа, они еще и об этом. О психологическом здоровье, которое прямо влияет и на физическое здоровье. На этом у меня все. Буду ждать вашей обратной связи, ваших подписок. Пишите письма. Пока-пока.